Привет! PCS Charity Showdown подошел к концу, и наша команда завершила свое участие на третьем месте. Сегодня я позвала Сеню и Куска овчарки, чтобы обсудить с ними итоги турнира. Погнали! Парни, привет! Здрасте. Всем привет. Для начала поздравляю с бронзовой медалью турнира PCS. Топ-3 в целом это весьма достойный результат. Сень, как ты оцениваешь выступление нашей команды? Это нормальный результат, но для меня это плохой результат, потому что мы точно можем сильнее, и мы показывали во втором дне, что мы можем сильнее, но из-за ряда ошибок не пошло, так скажем. Угу, понимаю, о чем ты. Кусок, на твой взгляд, если бы команда играла в формате лана, проявили бы мы себя лучше? Так, это сильно зависит от того, был бы у нас буткем или нет, и я не буду гадать насчет этого. Онлайн и лан в любом случае требует разных навыков. В онлайне намного проще отыгрывать из-за того, что меньше тебя всяких вещей посторонних беспокоит. Наверное, я скажу, что мы имели бы небольшое преимущество по отношению к другим командам, потому что большинство из пацанов имеют большой опыт поездки на ланов. Соответственно, для них бы это было меньше проблемой. На мой взгляд, на лан-турнире мы бы отыграли лучше, потому что синергия между игроками, когда они находятся рядом, это очень важный аспект для нашей команды. Но я согласна, что в онлайне домашние стены, возможно, и тоже помогают. Сень, первые 3 строчки турнирной таблицы заняли команды из СНГ. На твой взгляд, успех региона случайен или же СНГ прогрессирует на PUBG-сцене? Опять же, лично мое мнение, что в целом сцена стала слабее намного. Если не делить СНГ, Европа, Турция, а все вместе как Европа взять, то по сравнению с прошлым годом точно стала слабее сцена, и из-за этого команды, которые были, условно, чуть выше среднего, или там играли на пеле ниже топ-10, или играли в контендере в топе, они сейчас могут показывать хорошие результаты. Поэтому, опять же, у топов с прошлого года форма такая себе, а у таких команд, которые голодные, у них форма практически на пике, я думаю. Поэтому получаются такие результаты. Поняла тебя. Кусок, на твой взгляд, что помогло НЛТ и Торнадо показать такой хороший результат? Тактическая подготовка, личный скилл, везение? На везение было бы очень просто списывать, тогда можно и говорить, что мы там в Берлине отборочные прошли за счет только везения. Отбросим это, а дальше... Я не анализировал ни одну из этих команд прямо конкретно их поведение. Просто по результатам, можно сказать, они более стабильно играли. То есть НЛТ, если не ошибаюсь, в каждом дне как минимум одну победу забирали. И в целом показали за все 3 дня примерно по 60 очков в каждом дне. Их финальный результат был. У нас это было вообще трагические американские горки, где там 32, 79 и 22 или 25 сколько в последний день. Торнадо то же самое, при том, что, кстати, забавный факт, что Торнадо за все 18 игр выиграли только одну игру. Просто много раз доходили до топ-2, 3, 4, соответственно, и даже нас обогнали с таким выступлением. В общем, конкретного ответа формулы успеха у меня нету у этих команд, но, пацаны намного стабильнее сыграли, чем мы. Давайте перейдем, собственно, к нашим играм. Первый игровой день у нас не задался. Сень, на твой взгляд, в чем причина, и нам не удалось просто включиться в игру? Что бы я ни сказал, я думаю, все приведет, к твоему ответу, что мы не включились, опять же, по разным причинам. Из-за ментальности, соответственно, все остальное идет. Какие-то мелкие ошибки, ты не можешь кого-то перестрелять, ты не то чекаешь, не туда едешь и так далее. То есть ментальность — это главное, что было не так. Неправильно подготовились, неправильно подошли к этому всему. Будет хорошим уроком нам на будущее. Кусок. Второй день, наоборот, получился максимально результативным. 3 топ-1. Это прекрасное количество очков. В чем, на твой взгляд, причина? Парни смогли поймать правильный настрой? Можно я возьму ответ Сени, повторю и скажу, что то, что не было сделано в первом и третьем дне, отлично зашло на второй. И это, работает, нельзя назвать магией. В общем, мораль очень сильно влияет. То есть, где пацаны в первый день не склеилось, и дальше это все как снежный ком покатилось вниз, то на втором дне было ровно противоположное, когда все сходу пошло как надо,
результаты себя не заставляют ждать, потому что все остальные типа вещи, которые каждый игрок умеет делать, вспоминаются намного проще, даются легче, коммуникация проходит грамотнее. Ну, в общем, со стороны типа тренера я точно могу сказать, при том, что у меня сейчас задача в целом, типа, работать с коммуникацией команды, типа, с моралью, это явно, типа, тот минус, где мой подход к работе подкачал, и пацаны не смогли справиться с, ну, назовем это так, с напряжением, типа, в целом, типа, за все 3 финальных дня, чтобы показать одинаково хорошие результаты. То есть для меня 30, 80, 20, округляя, намного хуже результат, нежели чем как НЛТ, показавший 60, 60, 60. Угу, поняла тебя. Несмотря на этот результат, у нашей команды достаточно большое количество киллов. Сень, вы как-то специально тренируете АИМ? Да нет, мы все вместе тренируем просто. Да и на самом деле у нас киллов, ну, не прям чтобы много. И команды, которые ниже нас, они есть у некоторых, у кого больше киллов. Это, ну, такое. Мне кажется, просто, как сказал один великий игрок, если каждый наберет личную форму, то, ну, мы можем выиграть любой турнир. Поэтому вот кто-то набрал, кто-то настрелял, а кто-то нет. Пау! Хорошо. Я даже знаю этого игрока, и кажется, он в нашей команде играет. Кусок. Заключительный день совсем не пошло на Мирамаре. Есть ли какие-то типичные ошибки, над которыми нашей команде надо поработать? Типичные ошибки есть опять. Ну, то есть ничего на третьем дне не случилось того, чтобы не случалось в других днях или играх. Пацаны знают ошибки, и мы над ними работаем. То есть если их озвучивать... Ну, в общем, я могу с них спрашивать по любым поводам, потому что они водить не умеют в каких-то моментах, стреляют где-то слишком много пуль, там, лутают хреново, я не знаю, общаются плохо, дизморалятся слишком быстро, там, после одного результата. Это, из всего этого складывается формула успеха, которую мы еще не склеили воедино. А что, на твой взгляд, все-таки получилось у команды на этом турнире? Показать, что мы лучше других 13 команд. И, в принципе, добавив стабильности, можем спокойно бороться за топ-1, что мы, в принципе, и в предыдущих турнирах показывали. Просто сейчас в онлайне мы еще раз утвердились в этом, что все ок, нужно работать в том же направлении, в том же режиме, и все придет. Я с собой согласна, полностью верю в потенциал парней и то, что на первом PCS мы сможем забрать наше. Вопрос к вам обоим. Какие уроки наша команда извлекла из этого турнира? Кусок сказал, все правильно, мы готовились по определенному плану. Что-то из него работает, что-то нет. Большая часть, ну, работает, меньшая нет. И, соответственно, эту меньшую нужно исправить. И такие турниры показывают, что именно нужно исправить. Вот и все. Мой ответ будет про мораль и все. То есть коротко, что вот я для себя вынес, что типа это наша основная вещь, над которой мы будем работать дальше, чтобы у пацанов было больше возможностей работать на том же высоком уровне, вне зависимости от плохих результатов, от серии плохих раундов, которые вне зависимости в PUBG происходят. Неважно, как ты играешь, то есть любая команда может получить 2, 3, 4 сколько-то раундов подряд хреновых, и вот после этого проверяются моральные способности команды на то, насколько они могут потом взять, собраться и, игнорируя все, что прошло до, продолжать играть с тем же высоким духом. Согласна, моральная устойчивость — это очень важный фактор для команды, которая хочет занимать первое место. Сень, поделись, пожалуйста, планами команды на ближайшее будущее. Нужно будет чуть-чуть отдохнуть и, ну, работать 2 раза больше, потому что раз сейчас нам не хватило, значит, плохо были подготовлены, и поэтому на 2 следующих PCS попробуем выиграть. Давайте скажем несколько слов нашим фанатам, которые нас прекрасно поддерживали на этом турнире. Всем фанатам, кто реально топит за клуб, вне зависимости от результатов, что когда команда проигрывает, не проигрывает, есть тот кор зрителей, фанатов, которые всегда нас поддерживают, в первую очередь игроков, поэтому спасибо вам всем, следите дальше. Это не конец мира, как всегда, много турниров, да, не показали максимальный результат, поэтому заходите в соцсети, подписывайтесь на паблики пацанов в твиттеры, где вам что удобно, оставляйте свои комментарии, приятно почитать иногда что-нибудь позитивное, а не только негатив о том, что нужно кикнуть 5 и набрать любых других 5 игроков, где происходят
всегда и везде в соцсетях. Вот. Позитив — это круто, всем спасибо. Ну и отдельно спасибо нашей организации и отдельно менеджеру Лере, которая все это дело умудряется контролировать. Спасибо, Кусок. Сень? Я скажу короче, всем фанатам, кто болеет, ну, независимо от результата, спасибо большое, а хейтеры сами все знают, в принципе. Спасибо, парни, что пришли сегодня на интервью. Удачи вам в подготовке к будущему PCS. Всем нашим фанатам еще раз большое спасибо. Следите за пабликами ВК и в других соцсетях. Там будут анонсы о грядущих турнирах по PUBG. Всем пока.